Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня, и я к вам сегодня с ресторанным блюдом с громким названием хэш-брауни. А на самом деле все настолько просто. Посмотрите, понадобятся кабачки и творог. Да, интересное сочетание необычное. А как же все вкусно получится? Поехали! В миску натираю кабачки. Граммов 600 на крупной терке, как на обычные оладушки. Готово. Кабачки солю. Перемешиваю. И оставляю минут на 10, чтобы пустили сок. Беру творог. У меня здесь 600 граммов. Нужно хорошо отжать. Сейчас посмотрим, какой он влажности у нас. Бывает вроде на вид сухой, а на самом деле все совершенно не так. Посмотрите, сколько сыворотки с него. Ну все, я думаю, достаточно, а то ничего не останется. Перекладываю в миску. Разминаю вилкой. Можно, конечно же, перетереть через сито. Когда попадаются крупные крупинки, мне кажется, даже вкуснее. Но я не буду, друзья, сегодня этим заниматься. И так вкусно. Соль по вкусу. Немножко сушеного чеснока. Да-да, друзья. Черный молотый перчик. Есть. Беру петрушку. Можно заменить на кинзу, кто любит. У меня Сережка не любит, поэтому я буду использовать петрушечку. Мелко-мелко. Еще так ее порубим, чтобы она пустила сок. И к творогу. Понадобится 2 небольших яйца или 1 крупное. Сюда. Хорошо перемешиваю, чтобы яйцо вмешалось. И добавляю 2-3 столовые ложки муки. Буду ориентироваться по тесту. Такие, без горок. И перемешиваю. Так, проверяю. О, тесто собирается в общий ком. Значит, муки достаточно. Все. Поехали дальше, друзья. Сковородку на огонь. Оп. Немного растительного масла. Совсем чуть-чуть, лишь бы только ее смазать. Пусть хорошо нагреется. А мы пока этим временем будем формовать сырники. Для панировки буду использовать сыр пармезан. Натираю на меленькой терке. Пока достаточно. Беру тесто и формую сырнички. Тут уже кому как нравится. Я думаю, вот такие будут в самый раз, да? И не сильно большие, и не сильно маленькие. Сыр. Сколько прилипнет. И теперь форму. Все. У меня получились вот такие. Когда сковорода хорошо нагрелась, выкладываю сырники. Немножко, чтобы маслица окунулась. Все. Пусть пекутся. Делаю самый минимальный нагрев, который только могу. Вот так вот. Аня, кабачки когда? Сейчас займемся кабачками. Мне понадобится гороховая или нутовая мука. Я ее не покупаю. Делаю сама, друзья. Беру обычный горох, кофемолку. Сюда немножко добавляю. И хорошо-хорошо измельчаю. Так, смотрим. Опа. Вот вам и гороховая мука, друзья. Понадобится примерно 3-4 столовые ложки. Будем ориентироваться по консистенции теста. Так, теперь наши красивые сырники. Их нужно аккуратненько перевернуть. Почему, друзья, аккуратненько? Потому что сыр на сковороде немножко подплавился и может пристать. Поэтому я поддеваю аккуратно и вот так вот переворачиваю. Посмотрите, какие красавчики. Видите, Сереж, может было видно? Вот корочка хотела сырная прилипнуть к сковороде. Но мы этого не позволили. О, все, пусть дальше пекутся на маленьком огонечке. Кабачки. Кабачки немного отжимаю. И перекладываю в миску. Вот такие вот получились. Добавлю зелени. У меня укроп. И немного зеленого лука. У меня вот такой вот молоденький. Думаю, будет только вкуснее. Кабачка. Добавлю немного соли, потому что вся соль ушла с соком.
Сюда немножечко зиры. Ой, попробуйте, такое вкусное сочетание получается. Немного перемешаю. Наша гороховая мука сюда. И сюда же пол чайной ложечки разрыхлителя. Снова все хорошо перемешиваю. Отлично. Оставлю на несколько минут, чтобы гороховая мука вступила в реакцию. Она немножко так набухнет, знаете, как горох. А мы смотрим сырники. Тарелку. Какая румяная корочка на второй сторонке. Опа. Смотри, покажи. Какая корочка хрустящая, сырная, друзья. Это просто класс. Эти пусть отдыхают, а в эту же сковородку у меня еще 3 штучки здесь. Пусть выпекаются. Все. Эту сковородку я переставлю на другую конфорку. Пусть они допекаются. А сюда сковородку на огонь. Немного растительного масла. Лишь бы только смазать сковородку. Кстати, Сережка, но уже, наверное, эти сырнички тоже мы можем перевернуть. Оп. О, это вообще шикардосные получились. Вот это то, что надо получилось. Ну, ля. Ставьте лайки, друзья, за такую простую и, поверьте, вкусную идею. Прямо ресторанное блюдо. Кстати, попробовали мы его в ресторане. Поехали дальше, друзья. Наше тесто на оладушки немножко постояло. И уже можно начинать их лепить. Я это буду делать вот так, чтобы они были примерно одним диаметром с сырниками. И выкладываю в разогретое масло. И сюда один. Все. Оладушки прикрою крышкой, чтобы хорошо-хорошо прожарились. Потому что там у нас, друзья, гороховая мука, да еще и самодельная. Да, Сережка? Ну да. Импровизаторы мы с вами. Так, смотрим, что у нас здесь. Опа! Пришло время. Ой, как вкусно пахнет. Не то гороховым супом, не то кабачковыми оладушками. Переворачиваю. Опа. И снова накрываю крышкой. И сырники уже готовы. Ой, какая красота. Оп. И этот красавчик у меня тоже подрумянился. Класс! Ставьте лайки, друзья. А я сковородку мыть, пока она горячая. Как ты сковородку сохраняешь. Обычно, пока она еще горячая, включаю горячую воду, прям кипяток-кипяток. Ну, смываю жирок этот весь. Обязательно вода должна быть горячая. Если она будет холодная, это деформирует сковороду. Все. Ау, вау. Быстренько губочкой в середине. Без химии. Без химии. Осторожно, горячо. Всегда это у меня делает Сережка. А на дно каплю. Все, хорошо промыла. Видно, как парует? Да, вода горячая, очень горячая. Хорошо промываю. Если очень сильно жирная, тогда использую сухую горчицу. Все. Опа. Оп, 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 оп. Все. Сковородка сухая и чистая. Красотка. Ставлю на конфорочку, которая тепленькая, пусть немножко подсохнет. Вот и все. Опа. Но я думаю, уверена просто, друзья, что за такое время все прекрасно здесь у нас прожарилось и приготовилось. Выкладываю на тарелку с бумажным полотенечком. Какие зеленые, красивые. Как живые. Ну, есть такое дело, да? Ну, а я продолжаю. Не буду больше добавлять масла, там оно практически все и осталось. Даже и без яйца хорошо держит форму, да? Угу. И манипусенькие сюда. Все, накрываю крышкой, пусть пекутся. Подавали, друзья, в ресторане это блюдо с салатом. Для этого понадобятся огурцы, которые я вот так вот тоненько-тоненько нарежу. Угу. Есть. Немного соли. Немножко лимонного сока или сока лайма. Что есть? Нужно подкислить капелюшечку. Немного оливкового масла. Перемешиваю.
и зелень. Какая есть. У нас вот так вот здесь и руккола, и свекла. Кстати, в ресторанах повара всегда салаты мешают руками. Знали об этом? Вот так вот. Да, Сережка, ты же видел. Конечно. Каково Всё бы... передается через руки. Да, когда повар готовит с удовольствием, с любовью, он заряжает и пищу этими же чувствами. И ничего страшного, мы едим в ресторанах, не зная о том, что это все перемешалось вручную. Во, хрустит, подкисленный, солька, идеально. Ну что, друзья, сейчас будет презентация, как в дорогом ресторане. Берем наши красивые сырники. Теперь кабачки. Оп. Смотри, как красивенько получается. Красота. Есть? В серединку хрустящий салат. И последний штрих, друзья, ну какие же сырники и оладушки без сметаны? У нас сегодня сметанный соус с чесночком и зеленью. Опа. Все. Это просто шедевр. А как это есть, спросите вы меня, друзья? Сейчас покажу. Оп, берем вилку, соус на сырник, сверху оладушек, отрезаем кусочек. Посмотрите, какая красота. Бутерброд. Прямо Ане в рот. И в рот, друзья. А салат? Подожди, не влезет. Даже вилкой надо? И салат. Во. Кто молодец? Аня молодец. Аня умничка. Вкусно приготовила. Ставьте лайки, друзья. Давай меня что же корми. Ой, ну сырники вообще с этой хрустящей сырной корочкой. Попробуй с огурчиком, да. Сочетание вкусов вообще. Это так необычно и вкусно. Привыкли все есть сырники сладкие, да? Угу. А с кабачками очень даже хорошо. Скажу честно, это даже вкуснее, чем в ресторане было. Ну, конечно же, я же приготовила. Еще Да нет, тут даже не в том, Ань. Ты знаешь, домашняя еда есть домашняя еда. домашняя еда есть домашняя еда. И ты мне умничка, вкусно меня кормишь. Хочу пожелать всем мирного неба, свободной счастливой жизни, вкусных идей, мудрых жен, послушных детей. И благодарных мужей. Это основное. Все, ставлю всем лайк, люблю и обнимаю. Кстати, друзья, очень интересное сочетание кабачка и гороховой муки. Ну, прям интересно. Не понадобилось ни яиц, ничего. А ну, просто этот возьму, немножко вмакну. О. Вкусно, да? Угу.